Этот человек знал все о самых влиятельных людях мира, и однажды утром его нашли мертвым. В Карибском море есть небольшой остров площадью около 70 акров. Долгое время его не было ни в новостях, ни на картах. Но позже его начали называть по-другому – остров Эпштейна. Частный остров миллиардера Джеффри Эпстейна, человека, который наладил связи с политиками, миллиардерами и знаменитостями. Но кто он такой на самом деле и как смог добиться всего этого? Джеффри Эпштейн родился 20 января 1953 года в Бруклине, а история его успеха начинается в Нью-Йорке. У Джеффри были выдающиеся наклонности в математике, и в 1974 году он устроился преподавателем математики в элитную школу Далтон. Но гораздо важнее математики оказалось другое качество – умение заводить знакомства с влиятельными людьми. Некоторые преподаватели отмечали его способность объяснять сложные темы очень просто, из-за чего он был популярен среди учеников. В Далтон учились дети банкиров, инвесторов, бизнесменов и богатейших семей Нью-Йорка. Так, через одного из родителей учеников он познакомился с Алан Эйс Гринберг, будущим CEO инвестиционного банка Bear Stearns. И уже через пару лет, благодаря этим связям, он резко меняет свою сферу деятельности. В 1976 году он начинает работать на Уолл-стрит в инвестиционном банке Bear Stearns. Кстати, устроился он туда не имея диплома, просто красноречиво соврав, что он у него есть. Там же и происходит быстрый карьерный рост. К 1980 году он уже становится партнером фирмы. Но в 1981 году его карьера в банке неожиданно заканчивается. Почему так произошло, точной причины нет до сих пор, но по одной из версий его попросили уйти после внутреннего конфликта. После этого он создает частную финансовую компанию по управлению капиталом. Компания работала в формате очень закрытого семейного офиса и обслуживала только сверхбогатых клиентов. Основные функции компании были управление инвестициями, налоговое планирование, управление состоянием клиентов. Эпштейн утверждал, что работает только с клиентами, у которых состояние более $1 миллиарда. Самый известный из них – предприниматель Лесли Векснер. К концу 90-х состояние Эпштейна оценивается в сотни миллионов долларов. Но до сих пор остается загадкой, как именно он заработал свое состояние. В апреле 1998 года Эпштейн покупает остров Литл Сент-Джеймс почти за $8 миллионов. Остров расположен в Карибском море рядом с Виргинскими островами. Эпштейн называл свое владение Литл Сент-Джефф. На острове он построил огромную виллу, частный причал, бассейн, гостевые дома, кинотеатр и даже японскую баню. Именно сюда начали прилетать гости со всего мира. Но вскоре история вокруг Джеффри Эпштейна начинает меняться. В марте 2005 года полиция Палм-Бич получает заявление от родителей 14-летней ученицы средней школы. В официальных документах и СМИ ее имя долгое время скрывалось под псевдонимом Джейн Доу. Она утверждает, что подверглась насилию. Эпштейн лишил меня детства на фоне стены с фотографиями в рамках, на которых он пожимает руки и улыбается знаменитостям и политическим лидерам. Мне было всего 15 лет. Девочку привела в особняк Эпштейна ее знакомая и одноклассница. Ей пообещали заплатить $250 за сеанс массажа. Полиция начала расследование, и спустя 2 года, в 2008 году, Эпштейн заключает спорную сделку с прокуратурой и получает 18 месяцев тюрьмы округа Палм-Бич. Однако срок он отбывал с правом покидать камеру на 12 часов в день, 6 дней в неделю, для якобы работы в своем офисном здании. А спустя 13 месяцев его вовсе выпускают. Этот договор позже назовут одним из самых скандальных в истории американской юстиции. После освобождения Эпштейн продолжает жить роскошной жизнью. По словам многих свидетелей и жертв, его остров был одним из ключевых мест для встреч. Туда прилетали политики, миллиардеры, знаменитости, бизнесмены. Остров был полностью изолирован. На него можно было попасть только на частном самолете или яхте. Именно поэтому многие считают, что происходящее там долго оставалось скрытым. По показаниям жертв и обвинениям прокуратуры, девушек привозили на остров, их принуждали к сексуальным услугам. И многие из них были несовершеннолетними. А в СМИ обсуждались возможные списки людей, посещавших остров. Но многие из этих списков не подтверждены официально. Или кто-то не хотел их подтверждать. Через много лет расследование снова возобновилось, и в июле 2019 года Эпштейн арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он отрицает обвинения, но через месяц происходит событие, которое порождает огромное количество теорий.
10 августа 2019 года Эпштейн найден мертвым в своей камере. Официальная версия — самоубийство. Но многие до сих пор сомневаются в этой версии. Слишком уж все странно совпало. История породила множество вопросов. Как он заработал свое состояние и каким именно способом? Почему сделка о тюремном заключении 2008 года была такой мягкой? Она позволила избежать федеральных обвинений и вызвала огромный общественный скандал. Кто именно посещал остров? Есть множество фотографий списков гостей, но далеко не все они подтверждены. Остров был фактически закрытым. Это позволило Эпштейну контролировать гостей, сотрудников и доступ к любой информации. Абсолютно все проходило через Джеффри. Почему же его смерть вызывает столько вопросов? Некоторые считают, что он мог обладать информацией о влиятельных людях, с помощью которой и манипулировал ими, собирая бесконечный компромат на мировую элиту. И именно поэтому ему так долго все сходило с рук. Но даже если эта теория правда, то жаль, что он использовал полученную информацию только в своих извращенных целях. В его руках была огромная власть. И кто знает, что было, если бы Джеффри оказался, например, добряком. Эта история рассказывает нам о безответственности, власти денег и того, как долго правда может оставаться сокрытой. Остров Литл Сент-Джеймс до сих пор существует, но его репутация изменилась навсегда. И, скорее всего, ответ на вопросы о реальных событиях, которые там происходили, мы так никогда и не узнаем.